Я подошла к двери, там стоял бывший муж. Он сразу поставил ногу, Ксюша вышла. Мой бывший муж украл у меня ребенка. Меня об этом попросил ребенок. В 2 года он вас попросил? Так точно, сквернила семейное ложе. Утром с ним познакомилась на консультации. Но до суда не дотерпела и сразу этого юриста в вашу кровать привела? Вечером. Потом она же вас планировала убить. И такого зятя я терпела столько времени. Богом и царем себя вознес выше небес. И вот это страшнее. Это будет ужасная травма на всю жизнь. Ксюша, если ты сейчас пойдешь с мамой, ты папу больше никогда не увидишь. Ну, для меня это был полный шок. Ребенок так не хотел к своей матери идти. Вообще никак. А в чем это выражалось? Добрый день. Мне кажется, что отца, который по-тихому забирает ребенка у матери, хотя место жительства ребенка определено с ней, должны быть какие-то очень веские причины. Ну, или очень серьезные проблемы. Сегодня в нашей студии мама 2-годовалой Ксюши, Рима Легаева. Рима, здравствуйте. Что случилось у вас? Мой бывший муж украл у меня ребенка. В апреле месяце мы находились дома. Мама, дочь. Ваша мама? Моя мама, да. В вечернее время приехал Николай. Я его не дождала, должна была прийти тетя, моя тетя. И, то есть когда постучались в дверь... А если бы это был он, и вы об этом знали, вы бы дверь не открыли? Нет, я бы не открыла. Вы нам рассказали на месте, как это было. Давайте посмотрим. В тот страшный день мы все находились здесь. Ксюша играла. Постучали в дверь, я подошла к двери. Там стоял бывший муж. Он сразу поставил ногу. Ксюша вышла. Все, он ее взял и вышел в подъезд. Тут я начала забирать Ксюшу. В тот момент меня оттолкнул, я улетела сюда, ударилась об косяк. Пошла домой, подошла к окошку, смотрю, что машины его нету. Я приезжаю, по 4 часа стою там. Обидно, конечно, что так грязью поливать и что ребенка не давать, я не знаю. Самое обидно, что он настраивает ее против меня. Ну, в 2 годика же не будет ребенок говорить, мама плохая, мама кукона, вот так же сказать. Я очень устала, если у меня же сил нету. Хочу забрать дочь и нормально жить, воспитывать ребенка. Слушайте, разошлись вы, видимо, плохо. Если вы сказали, что если бы знали, что это он стучит в дверь, никогда бы не открыли. И судя по тому, что когда он попал в вашу квартиру и толкал вас, там, и об косяк ударил, плохо вы разошлись. Что случилось-то? Плохо разошлись, да. Ну, постоянные скандалы, я устала, постоянные скандалы, ссоры. А сколько прожили-то вместе? Прожили мы в 5 лет. В браке мы были 2 года. Угу. А скандалы когда начались? Ну, такие уже как бы вот после рождения Ксюши. То есть у него появилась какая-то ревность, он стал меня ревновать. Вот. Ревность? Да, я уезжала к маме с ребенком. Как бы я только вот к маме и к сестре. А он думал, что вы по мужикам гуляете? Что да, он говорил, что я оставляю ребенка сестре, у которой и так 4 детей, и там девочки-близняшки, они, на полгодика старше Ксюши. А кто от кого ушел? Я. Вы ушли? Я ушла. А что стало для вас финальной точкой? Почему вы все-таки встали и ушли? Устала, потому что от этих скандалов. И бывало, что он мог поднять руку. Реально, я уже устала. Я устала, и я поняла, что надо ставить точку. Давайте все-таки в сегодняшний день перенесемся. Когда он ребенка забрал, как давно было, кстати? Это было уже 2 месяца назад. 2 месяца. И вы с тех пор не видели? Ребенка я не видела. Вы пытались позвонить ему, найти как-то его? Я и звонила. Я писала смски. Но на звонки он не отвечает. Угу. Я неоднократно приезжала с полицией. Я вызывала полицию, вызывала ПДН.
На тот адрес, где он живет. Да. То есть на порог он меня вообще не пускает. А с полицией он опускает на порог. Вот чисто на порог, дальше порога его не пускает. А что полиция это говорит? Я так понимаю, что у вас есть решение суда, что ребенок У меня проживает есть с вами. решение суда. 30 марта у нас вынесли решение, что То есть он определено место нарушает жительства сейчас сына. решение суда, поскольку ребенок у него находится. Да. А может, он апелляцию подал? Оно же Он не подал. вступило еще в законную силу? Оно у нас 11 мая вступило. Получается, он не успел. 25 мая он подает на апелляцию. Пишет в апелляции, что он был неходячий весь, именно этот период. У него он предоставляет больничные листы. Екатерина, хочу к вам обратиться как к профессионалу. Вот объясните мне, пожалуйста, есть решение суда, которое злостно игнорируется папой ребенка. Полиция имеет законную силу изъять ребенка у отца? По факту у нас отец является таким же родителем, как и мама. Несмотря на то, что есть решение суда, оно у нас сейчас не вступило в законную силу. Вам необходимо обратиться в органы опеки. Вам необходимо обратиться к приставам. Да, А как не вступило? Она говорит, что оно вступило в законную силу. Ну, он сейчас восстанавливает пропущенный срок. Я так понимаю, Приостановили, да. То есть мне позвонили приставы и сказали, что сейчас мы даже его не можем наказывать. То есть пока еще вот эти основная дни... проблема. Да. Я не Правильно я обращалась понимаю, в опеку. что подана апелляция, везде. апелляция принята судом, и Видимо, пока не будет повторного решения суда, Приставы ничего сделать не могут. приставы ничего, а полиции не будет, потому что А полиция, это он отец. как бы не их Имеет дело. право ребенок быть у него. Вы мешали отцу видеть с ребенком или Нет, я никогда не препятствовал. То есть Он это когда просто его хотел, самодурство, что ему не понравилось решение суда, что ребенок живет с вами, и Да, он и он решил его начал так мне самостоятельно мстить, и он исправить. мстит. А ребенка вы 2 месяца не видели, верно? Не видела. Ну давайте хотя бы на сюжете посмотрим. Она со мной как бы всегда счастлива. Всегда играем, у нее все есть, все в достатке. Игрушек куча, домики, туннели, техника своя даже есть. Ты по маме соскучилась? А к маме хочешь? Хочу у тебя остаться, чем у мамы. Ребенок про маму не спрашивает вообще. И мама на протяжении 2 месяцев тоже ребенком не интересуется, не звонит, не пишет. Была попытка 1 раз забрать с полиции. Ребенок ушел в комнату маме при полиции и сказал, что к ней не хочет. Вот видите, что он творит? Видите, что он творит? Что он будет? Можно я наедине? Наедине 2 минуты. Ты к папе хочешь или к маме? Папе? А ты к маме не хочешь ехать? Только к папе хочешь? Я дурак, не понимал, когда передавал ее маме, почему ребенок раньше всегда такие скандалы мне устраивал и истерики. Я виню себя за то, что я не верил ребенку, когда она жаловалась на то, что Рим Дамировна бьет ее. И я воочию убедился, когда ребенок на меня залезла и не захотела у мамы оставаться, не отпустила меня. Что тебе мама такого сделала, зайка? Почему ты не била? Била и кусает. Все, не плачь, не плачь. Опять укусит? Где тебя мама била? По попе била? Ругала? Здесь она тебе что сделала? Да. Ух ты. А баба Света тебе рот затыкала, чтобы ты папу не звала? Я вот вообще не понимаю, как вот так можно со своим ребенком, что надо вообще делать, чтобы ребенок так боялся, как вот у мамы в нашем случае. В настоящий момент я хочу, чтобы ребенок проживал со мной, так как ребенок живет в достатке, жив, здоров, ни царапинки на нем, ни побоев, ничего. Ребенок счастлив. Ксюш, тебе нравится у папы? Любишь папу? И я тебя. Это правда? Что? Что Ну, я ее то, что ваша дочка говорит. Что мама кусает, что мама бьет. Да, я когда... Он ее настраивает, потому что... Нет, это правда? Вы били ребенка? Я не бью ребенка. Вот эти вот царапины у нее, мы ходили в баню. Вот она здесь расчесала, вот в этом месте.
Мы вашу часть истории выслушали. Давайте Николая послушаем. Он приехал к нам в студию. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Рима, у тебя было миллион шансов из нашей дочери Шаболду вырасти. Я тебе не позволю. Кого вырасти? Шаболду. Почему? А можете сесть, пожалуйста? Потому что воспитание этим людям закладывать в дочь не позволю я. Этим людям это кому? Римме Дамировне, Светлане Федоровне. Светлана Федоровна это кто? Мама Римма Дамировна. То есть они бы плохо воспитали вашу дочь? Римма Дамировна просто осквернила семейное ложе, до развода даже. А Светлана Федоровна поспособствовала этому. А что значит осквернила семейное ложе? Притащила чужого мужика, скажем так, утром с ним познакомилась на консультации. А вечером он уже пришел домой. На какой консультации она познакомилась? К юристу на консультацию ходила. По поводу чего? По поводу развода. По поводу развода? Нашего. Какая прелесть. Будьте здоровы. Правду говорите. То есть она пошла утром на консультацию к юристу, чтобы развестись с вами. Но до суда не дотерпела и сразу этого юриста в вашу кровать привела? Вечером. Как он работает эффективно, этот юрист? Телефончик не подскажете нам? Легко. Я думаю, Мы даже не многие сейчас знаем, про захотели кого он говорит. им воспользоваться. А вы откуда это знаете? Женщины иногда просто не С решительны. целью того, чтобы обезопасить свое жилье, Александр, я дома устанавливал акустическую сигнализацию. А что вам удалось установить, поставив вот это? Как вы поняли, что он юрист? И чем, собственно, они там занимались в кровати-то? Может, они йогу Со делают? слов Риммы Дамировны, и видео я не стал предоставлять. потому Какое что видео? Против этики. Что на видео? Визит данного человека. Ну, интимное видео? Да. А почему вы не даете повидаться с ребенком? Дело в том, что я никогда в общении не препятствовал. Я, наоборот, пытался даже воссоединить хотя бы не семью, а ихнее общение. Ксения с первых дней нашей раздельной жизни стала уже негативно относиться к маме, потому что Светлана Федоровна и Римма Дамировна оказывали моральное давление на ребенка. Для того, чтобы морально давить, у ребенка должна вырасти мораль. Понимаете? У двухлетнего ребенка морали быть не может. Ну, по определению не может быть, и все. Давайте конкретно, что там происходило? Говорили, что говорили, вы называете моральным давлением? Ребенок бегает по дому, папа, а Римма Дамировна ей говорит, что не разговаривай с ним, все забудь. Светлана Федоровна говорила ребенку, что папа, скоро твой папа не порозовеет. Что такое не порозовеет, даже я не понимаю. Облик живого не приобрету. А вот так? В моем понимании. Но это в вашем понимании. А в понимании ребенка что это означает? Я думаю, что ребенок для 2 лет у нас вполне сознательный. Получается так, что вы глубоко моральный человек, и свидетельство со свечкой представить нам отказываетесь, это видео, хотя, по вашим словам, оно есть. А подслушивающей аппаратуре в доме, где вы больше не живете... И видео тоже. И видео, да. Вы оставили. Это уголовное преступление. Еще хвастаетесь об этом на Первом федеральном канале. Он еще и в телефон не устанавливал. Ребенок мой там проживает. Да какая разница, Мои это вещи чужой все там дом. находятся. Значит, давайте так, смотрите, я понимаю, что к закону у вас свое какое-то странное отношение. Вы этот закон готовы нарушить, если что-то угрожает Римма Дамировна вам. была Подождите меня, послушайте сейчас, пожалуйста. Первое. Есть решение суда. Ребенок проживает с матерью, у вас выделены часы общения. Вы злостным образом, нарушили это решение суда, верно? Тем, что забрал ребенка? Да. Меня об этом попросил ребенок. Я приехал навестить своего ребенка. В 2 Римма года Дамировна. он вас попросил? Так точно. Как? Он вам так что, и было. СМС написал? Нет. Он сидел у меня на руках, я стал прощаться с ней, то есть попроведал, мы в течение 10, наверное, минут у Риммы Дамировны в коридоре простояли, я ребенка немножко потискал, полоскал, говорю, зайчка, все, папа, поедет домой, отпускай. А Ксения меня не захотела отпускать. Она в меня вцепилась и сказала, я с тобой. Послушайте, это нормально. Вот не представляете, это нормально. Дети обычно всегда так ведут.
ребенок психически полноценный, если вы внушаете ему мысль, что мать тиран, мать его избивает, бабка рот затыкает, чтобы не слышно было криков и так далее. Это ребенок вот будет расти в атмосфере абсолютной полноценности. От меня, Александр, ребенок ничего подобного ни разу в жизни не слышал. Это ее слова, ребенка. Ксении? Вы нам в сюжете показывали, как Ксения, как дрессированная собачка, простите за это сравнение, реагируя на ваши жесты, рассказывает нам, как мама ее била, как бабушка ей рот затыкала. Вот посмотри. Но не сама что у нее она на говорит щеке. это. Это вы говорите, а она поддакивает. А на щеке у нее явно диатез. Это диатез. У нас диатез. Что? А он кормит ее скажи- сладким. Конечно, он же любимый папочка, поэтому мама ведьма, которая заставляет, видимо, на диете сидеть, а папа, который конфетами кормит, он лучше. Нет, ну я А как думаю... вы собираетесь обеспечить Я думаю, подожди. все? Нет, Саш, я не понимаю, как можно обеспечить все своему ребенку, тем более девочке. Еще пару лет, и я стесняюсь спросить, как вы ее купать будете. С тещей вы не сошлись характерами совсем. С тещей? Да, как бы до поры до времени, так же, как и с Римой Дамировной, были нормальные отношения. Но потом она же вас планировала убить. Светлана Федоровна? Да. С Римой Дамировной, да, обсуждали, не знаю, убить, не убить, а по крайней мере... А это вы на каком из прослушивающих устройств заметили, что они хотят вас убить? На той самой сигнализации, которую Рима Дамировна получала, Они что, которую я план установил. строили? По убийству вас? Передавали мои паспортные данные, обзванивали, согласовывали. Кому передавали? Киллеров? Не знаю, с кем они там созванивались, этого я не могу знать. Так может, с судебными Слушайте, приставами? Нет, в такое время с судебными приставами не созваниваются. Время было уже 10-й, наверное, час А вечера. у вас шапочки из фольги случайно нет? Шапочки из фольги? Нет, нету. Слушайте, ну вообще странно, что и Рима, и Светлана Федоровна, зная, что вы агент 0000007... Не, он не агент, у него шапочки что, нет из нет, фольги. что стоит прослушивающее оборудование в квартире, да, Не планирует прослушивающий, Александр. хладнокровно ваше убийство, да еще так, чтобы это стало вам известно. А у вас ручка есть? Лазер. Какая ручка? Что ты несешь, Господи Боже? Это Да? я несу? Я хочу Светлану Серьезно? Это вот кто Я несет. хочу Светлану Федоровну позвать в студию и спросить у нее, зачем она затыкает ребенку рот и как она планировала убить своего бывшего этого зятя. И как она могла отказаться от такого зятя? Агент 007, она от него отказалась. Где он? Коля, Добрый как- вечер. добрый вечер. Какую чушь ты несешь, а? Господи, это какой-то кошмар. Ну, и такого зятя я терпела столько времени. А вы Ой, можете да. рядом с дочкой сесть Могу. и рассказать нам? Такую чушь несет, такую чушь несет. Он почему так себя ведет? Потому что у нас мужской защиты нет. У меня муж умер как 5 лет. Так он теперь что? Он владыка мира. Он даже про себя так пишет в соцсетях, что он все делает правильно, что только он все знает. Он как, я не знаю, Богом и царем себя, вознес выше небес. А он действительно на нее руку поднимал? Поднимал, он даже дверь вышибал вот в той квартире. А эта квартира, в которой они проживали, это моей дочери старшая квартира. Слушайте, ну вышел он сюда со словами, что, значит, бывшая супруга ему изменила, а вы этому всячески способствовали. Я только не знаю, как. У нас в семье гулящих вообще нет. Вообще нет. Нет ни дочери, у нас ни сестры, никого нет То есть гулящих. она не изменяла ему? Нет. А он настаивает, что да, говорит, даже мало ли видео что он есть. настаивает. У него потому что в мозгах непонятно что. А вы зачем умышляли против него убийство-то? Ну, однако же это никто ничего не доказал. Он какую-то чушь в полицию предоставил. Они нам привозили домой. И мы это прослушивали. А что там было? Ничего, шум какой-то. Это он только слышит. Он слышит, а другие люди не слышат. Да, даже в полиции. Когда мы на самом деле мы можем это подтвердить, потому что, естественно, он и нам скинул эти видео, на которых привидения ходят. Там шум. Ну, шум. Вот как у тебя в ушах все время. Он Там говорит, примерно хорошие то же самое. наушники надо одеть. Да, услышишь. да, он сказал, нет, да. у нас, подождите, у нас же, видите, когда плохой звук, там бывает в репортаже плохой звук, или по телефону говорим. Мы все время, чтобы быть вежливыми перед зрителем, даем расшифровку. И здесь мы посадили профессиональных людей для того, чтобы они расшифровали то, что там шуршит.
Он Мыши. говорит, да. Он надо Там шуршали мыши. Да. Он говорит, надо хорошие наушники одевать, тогда вы услышите. Знаете, но но ни полиция не услышала, ни мы не вы же не будете Понимаете, он сомневаться, что на агент Первом канале 007, профессиональный только у него радио. есть такие наушники. Александр, я не единожды эти записи прослушивал, как бы. Все было слышно. Пытался на компьютере, скажем так, как-то подредактировать. То есть, ну, я понимал прекрасно от того, что о чем идет вообще Вы знаете, речь. Послушайте, есть такие люди, которые Подожди. умеют слышать то, что им очень хочется услышать, даже если ты Нет, этого не говоришь. смотрите. Они вот каким-то чудесным Подождите. образом умудряются и слышат это. Видимо, это ваш случай. У нас Не мой случай. Подождите, у нас в студии нет профессионального психиатра. Психолог есть, психиатра нет. А жаль. Нет, но симптоматика меня настораживает, если честно. Нас тоже. Нас давно Мания настораживает. преследования, установка специальной аппаратуры, попытка услышать в записи то, чего никто другой там услышать не может. Вам надо, наоборот, как-то найти общий язык, попытаться договориться. Зачем вам вот это вот Давайте все? мы пока не будем делать выводы, потому что всякое может в этой программе случиться. Может быть, мы и очки сменим. А вы, кстати, во подавали время на просмотра. алименты? Да, подала. А у него есть задолженность? Нет, я только вот подала. Ларис, А пока ребенок жил у вас, он никак не помогал? Финансово, я имею в виду. Финансово нет. А что? Ну, какие-то подарки? Ну, покупал. Но опять же, когда она у него была, он покупал ей. А когда она с вами жила, ничем не помогал? Нет. Светлана Федоровна, а зачем он так себя ведет? Можете мне объяснить? Он мстит Риме. За что? Ну, потому что он хочет с ней жить. Он все-таки думал, что она вернется, потому что она 2 года назад, она от него уже уходила. А он ее уговорил Он ее тогда? уговорил. Я тогда говорила, Рима, люди не меняются. Он станет еще хуже. Действительно, так и произошло. Вот он до чего докатился. Он настраивает ребенка против Римы, он настраивает ребенка против меня, против сестры. Так он пытается ее так вернуть. Вернуть, Да. конечно. Даже Вот я против- хочу вот сейчас, подождите, против ребятишек. я хочу у вашей сестры спросить, Ларис, вот то, что сейчас ваша сестра говорит, правда? То есть Правда. это все он делает для того, чтобы она вернулась? Да, он все делает для этого. Он и врет, он и подставляет всякую, вот придумывает всякие вот то, что там он и какие-то ноги фотографировал, какие-то записи он преподносит. Насчет ног я сейчас вздрогнул, потому что, зная, как ко мне относятся и к Юре тоже органы опеки, я вдруг с ужасом подумал, что я скоро в тюрьму пойду, потому что если посмотреть на моих детей во время купания, там живого места нет. Представляете, какой я живодер? А на Это моего же- младшего он футболист. Это мои же тоже в футбол играют. Мало того, когда папа бьет пенальти в 8-летнему ребенку, это нормально? Нет, потому что можно мячом в грудь попасть. Все, тюрьма мне грозит. Я к тому, что дети иногда в таком возрасте самостоятельно получают травмы. И да, если у ребенка диатез, он чешется. Такое бывает, Да, понимаете? и может расчесать себе грудь. А вот то, что вы, кстати, показали нам ребенка, у которого все щеки алые, говорит о том, что вы не лечите этот диатез абсолютно точно. И вот это страшнее. Ларис, это правда, что вам по несколько часов приходится стоять для того, Да, чтобы... мы сколько раз приезжали. Пока вот еще как бы вот решения суда не было, нам полиция помогала как бы вот еще забирать. Так он, вот ребенка забирать надо, а он кричит: Ксюша, если ты сейчас пойдешь с мамой, ты папу больше никогда не увидишь. Вот даже до такого. Мы пообщались с людьми, которые всегда все знают лучше других. Это соседи. Давайте посмотрим. Ваши мальчик и девочка, он гуляет, и стирает, и гуляет, и таскает, и вообще. Вы маму как раз видели? Один раз она мне не дала дверь закрыть подъездную, типа как, не приедет милиция, и все такое, короче. А он сказал девочке, говорит, мама пришла. Ну и девочка пришла. Ксения, смотри, кто пришел. Пойдешь к маме? Видишь, чужие люди. Что-то как-то вот один раз было, она пыталась ее взять. А та ни в какую, та в истерику. Та все время папа, 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 папа. Ну, молодец, у нее прям папа. Я ей говорю, спросите любого, любой скажет. Она все время чистая, она все время опрятная.
Папа, да, молодец. Да нет, папа. просто я прошу прощения, конечно, но послушайте, я тоже в детях неплохо разбираюсь. Есть разный характер у детей. Ваша девочка сильно балована. Ну, это видно. Есть вот категория детей, которые чуть что на пол и ногами стучать. Вот она ведет себя точно так же. Я ему Это сказала, видно. что это так и будет. Ну, это дело совершенно не в приставах, не в чужих людях, не еще что-то. Ну, вот такие дети бывают. И это вот видно сразу. Может быть, здесь японская система воспитания. До Какая 3 лет угодно, можно я знаю все, а с точно, что 3 это такой уже в карцер ребенок. сразу, да. Он сейчас все делает Я для права? этого, чтобы она только вот к нему. Но я хочу на вашу подмогу позвать Владимира. У него из головы не выходит один случай Ксюши, который его сильно озадачил, поскольку он был свидетелем этого случая. Здравствуйте. Здрасте. Ну, с чем пришли, говорите. Но я хотел сказать, что еще до того, как... Ну, в общем, ребенок, я не видел, чтобы так не хотел, то есть к своей матери идти, но для меня это был полный шок. Ну, при мне это было, не один раз. Я Николая подвозил с ребенком вместе. То есть это было в один из тех случаев, когда отец с ребенком встречался, а жил он у мамы. И нужно было вернуть ребенка маме, верно? Да. И она очень не хотела. Вообще никак. А в чем это выражалось? Мы подъезжаем к Копейску, ребенок понимает, видит, район, узнает, что, едет домой. 2-летний ребенок узнает район. И начинает истерику, что, я не хочу к маме. Там живет бабка Ёшка, орет ребенок, и Ужас дом на тихий. курьих ножках. Она даже это на тот момент не разговаривала, когда ты подвозил. У вас дети есть? Да, у меня 2 детей. В 2 года вспомните своих детей. Дети чувствуют то и испытывают то, и пытаются сказать то, что им внушают взрослые. У них нет другого источника информации, никакого. Они пытаются научиться говорить. Они говорят, повторяя то, что говорят взрослые. Точка. Ну что вы думаете, на самом деле сидит ребенок, в ужасе узнает места, вспоминает, как ее обливали кипятком там, да, или били прутьями. И говорит, нет, только не туда. Папа, делай, что хочешь, но к маме я не... Так, что ли? А у вас, кстати, полная семья? Да. Да? А у вас мальчики или девочки? Мальчик и девочка. А как девочка может жить без мамы? Можете мне объяснить? Не могу. Не можете? Нет. А другу своему не хотите об этом сказать? Что это просто чудовищное преступление по отношению к своему ребенку. Исключительно по отношению к ней, а не по отношению к взрослым людям, которые собрались в этой студии. Он совершает преступление. Я все-таки хочу вернуться к Николаю. Он дал нам ознакомиться с одной аудиозаписью. Ксюш. Ты маленечко поговори, скажи, мамуль, привет. Тёнька. Мама звонит. Ну-ка, что ты, мама? Чушь, ну чуть-чуть хотя бы поболтай. Скажи, мамуля, привет. Чё, мама ждет. Скажи, мамуля, привет. А смотри, кто там? Это кто? Ну, это потрясающе, конечно. Я не знаю, правда вы не понимаете степень цинизма или нет, но вот давайте представим... Ну, он же белый и пушистый для всех. Давайте себе Он же ее представим уговаривает на ситуацию. этом Вот видео. сидит передо мной 2-летний мой ребенок, да? И я ему рассказываю сказку про, не знаю, там, злую бабу-ягу, как ты сказала, или про какое-нибудь еще более страшное чудище. Вот чудовище я рассказываю. Потом говорю, слушай, а чудовище на телефоне? Не хочешь поговорить с чудовищем? Это что? Это типичная провокация. Отдаете вы себе отчет или не отдаете? Но с вашей стороны это не что иное, как провокация. Я обращу внимание на то, что действительно, девочка к нему тянется. И, в принципе, он видно, что любит ребенка. Да, делает ошибки. И это ошибки очень серьезные. И более того, творит всякую чушь, и которая, в принципе, его может привести на скамью подсудимых.
Но при этом, при всем, вам стоило бы договориться с вашей супругой, чтобы она не писала заявление, чтобы вы спокойно вместе, вначале с ней, привели ребенка, да, чтобы ребенок начал общаться с мамой, там, пару дней как-то. Потом спокойно вы ее передали. Потом вы приезжали и общались с ребенком, чтобы ни ребенка не травмировать, не вот это вот все, знаете, проходить непонятно через что. Потому что, понимаете, каждый раз, если вдруг ее придут действительно забирать полицейские, там, приставы, я видел такие случаи. И это, конечно, душераздирающая ситуация абсолютно. Не все это выдерживают, но у многих тоже сердца нет. И они вот заберут, а для ребенка это будет ужасная травма на всю жизнь. Прекрасно. Я думаю, что вы для своего ребенка явно этого не хотели бы. Поэтому я всех призываю, конечно, вот сесть за стол перемирия, так сказать, и договориться ради будущего вашего ребенка. Я считаю, что этот человек использует ребенка как рычаг воздействия на бывшую супругу. Но при этом я согласен, что он ребенка любит. Единственное его сейчас приоритет – это то, что ребенок показывает, что он любит его. Как только девочка воспримет нормально маму, у него закончатся аргументы. И он больше ничего не сможет сделать для того, чтобы воздействовать на свою бывшую супругу и на ее семью. Вот я, простите, это вижу так. У меня тоже 3 детей. У меня был случай, я консультировалась профессионально с психологом, у меня был очень тяжелый случай с маленьким ребенком, как раз-таки 2-3 лет, когда он пошел в садик. И мне абсолютно четко сказали, детям в этом возрасте проецируют только то, что они действительно реально видят и слышат. Фантазии появляются потом. Поэтому вот эта дикость, которая сейчас выказывает девочка, это только ваш настрой ее против матери. Вы совершаете чудовищную ошибку. Вы маленькую девочку лишаете матери. Вы разрываете ее... Вот это связь с природой, понимаете? Вы не имеете права просто такого делать. Вы просто не имеете права такого делать. Исходя из того, что она говорит маленький ваш ребенок. Ваш настрой ребенка против мамы выявить очень легко. Когда девочка жила с вами, она ходила в детский сад, верно? Да. То есть если дома какой-то кромешный ад, а по вашему мнению 2-летнего ребенка есть сознание, то, судя по всему, из садика ее тоже вырывали. То есть она не хотела никоим образом оттуда уходить домой, верно? Ну, это логично. Это логично. У вас были такие случаи, когда Нет. ребенок не хотел из садика возвращаться домой? Нет. Она себя ведет только в присутствии папы. Да, в присутствии папы она меня побаивается. Но только я ее забираю, мы приезжаем домой, ребенок совершенно другой. Если внешний мир в данном случае в виде папы транслирует ненависть к маме и обиду, рано или поздно это может закрепиться. С 0 до 3 лет, но это самый важный период в формировании психики девочки. Отнимать ее от матери равно, просто вырвать из среды. Дело в том, что он говорит, что мать не нужна. Нет, да, все, мы уже наслушались вас. Я хочу людей умных послушать. Совсем несложно ей будет лишить вас родительских прав. Вы тоже должны это понимать. За препятствие, Нет, за неисполнение решения суда. Да, за неисполнение решения суда. То есть за неисполнение решения суда у нас предусмотрена уголовная ответственность в том числе. Хорошо, давайте Вы вам расскажем. делаете своему ребенку очень плохо. Точка. Это факт. В чем? В том, что вы не даете ребенку общаться с мамой. Если отдадут ребенка вам, и вы будете запрещать, то же самое услышите от всех, от нас в свою сторону. И ждите органы опеки сразу, да. И приставов тех же самых. Поэтому самое лучшее для вас, что может быть, можете у адвоката у нашего проконсультироваться, у психолога. Пожалуйста, эти все люди пришли сюда ради вас, за кулисами. Скажите, что вам нужна помощь, да? Воспользуйтесь услугами медиатора. Это даст возможность каждому из вас увидеть, как проявится партнер, как лакмусовая бумажка. Либо вы создадите какие-то нейтральные договоренности и сможете оставаться в их рамках. В интересах либо увидите, вашего кто ребенка. на самом деле преследует исключительно свои интересы, а не интересы ребенка. Это увидят, кстати, органы опеки, те же самые, да. Сразу понятно будет, кто кому мстит за мужика в неостывшем ложе. Очень много тараканов. Клеим скотч. Ночью спишь,
начинает трещать, уже вскакиваешь, господи. Он под уклон идет. Да, да. И нас всю жизнь обманывают. У меня в квартире упал потолок. Этот дом может рухнуть в любой момент. Замерзают трубы. А вот вода наша, она замерзла. Попить? Попей. А вам маневренный фонд предлагали? Там все в траве заросло. Там люди живут, да. Где нету ни газа, ни света. Без отопления, без канализации. Унитазы, из которых вода хлещет наружу. Подъезд, который был сильно аварийный, вот его расселили практически полностью. Как тебе не стыдно? Почему ты врешь? У нас тут жительница одна сказала, что вы обманываете. Простите, пожалуйста, почему?